Добро пожаловать на канал после долгой разлуки. Сегодня я расскажу об одном видео очень уважаемого мной русскоязычного канала, демонстрирующего нестандартные подходы к решению задач, которые, хотя и очень редко, но все-таки иногда оказываются не вполне точными. Как говорят в народе, errare humanum est, perseverare autem diabolicum, что в вольном переводе звучит как «ошибки свойственны человеку, их повторение присуще дьяволу». Надеюсь, после некоторых комментариев, включая мои собственные, этот канал не станет повторять подобных ошибок и упомянутое видео было удалено. И даже если оно не было удалено, то поскольку все это происходило в счастливые допандемические времена, у него было достаточно времени укрыться за более поздними публикациями. К сожалению, вместе с видео ушли и комментарии к нему, поэтому я счел резонным вернуться к этой теме и заодно обсудить ее в деталях, чего не позволяли узкие рамки комментариев. Называлось это видео так или примерно так. Решить в течение 1 минуты следующее уравнение. X в степени x бесконечное количество раз равно 3, где x – вещественное положительное число. Прежде чем показать решение из упомянутого видео, хочу пояснить, что многократное возведение в степень при отсутствии скобок выполняется сверху вниз. Рассмотрим, например, степенную башню из 4 двоек. Самая верхняя операция – это 2 в квадрате, что равно 4. Получаем таким образом 2 в степени 2 в степени 4. Снова выполняем самую верхнюю операцию. 2 в 4 равно 16. И как программист я обязан помнить, что 2 в 16 степени это 65 536. Если же выполнять операцию снизу вверх, для чего скобки придется расставить, то, используя свойство возведения степени в степень, показатели степеней можно просто перемножить. И нет смысла строить эдакую пизанскую башню. По-видимому, именно по этой причине еще в незапамятные времена было принято выполнять многократное возведение в степень сверху вниз, а не снизу вверх, как казалось бы более логично. И, как вы, конечно, заметили, порядок возведения в степень имеет значение. При возведении снизу вверх мы получили гораздо меньшее число, и на первый взгляд кажется, что так бывает всегда. Однако, как мы скоро убедимся, бывает и наоборот. Настало время вернуться к уравнению и включить секундомер. Пизанская башня в левой части необъятна, как вся наша Вселенная, и не падает лишь потому, что укоренилась в эту Вселенную всей своей необъятной мощью. При этом самая нижняя операция выполняется в последнюю очередь, и чтобы сделать это наглядным, расставим скобки. Заметим, что выражение в скобках – это такая же бесконечная башня, как вся левая часть уравнения, значение которое равно 3. Так почему бы нам не заменить выражение в скобках числом 3? Получаем x в кубе равно 3, и так как x – вещественное число, оно не может быть ничем иным, как корнем кубическим из 3. Как говорил доктор Фауст в бессмертном произведении великого немецкого мыслителя, поэта и драматурга Йоганна Вольфганга фон Гёте «Фервале дох», и мгновение остановилось на 53 секундах. Позволю с комфортом уложиться в 1 минуту. Если бы я выписывал выкладки вручную, лирических отступлений было бы меньше, но в 1 минуту я наверняка бы уложился. В любом случае, дело ведь не в скорости, а в правильности решения. Есть возражения, полная тишина. Тогда давайте продолжим. Заменим число 3 произвольным числом c. По-прежнему x – вещественное положительное число, поэтому c также обязано быть вещественным и положительным. При этом оно может быть дробным и даже иррациональным. Снова ставим скобки, однако в этом случае выражение в скобках должно быть заменено на c. Получаем таким образом x в степени c равно c, и поскольку x вещественное положительное число, в случае целого c получаем x равно корень степени c из c,
В общем же случае, когда c может быть дробным, поскольку использование дробного показателя в радикале не приветствуется, запишем решение в виде x равно c в степени единицы на c. В частности, полагая c равным 2, получаем x равно корню квадратному из 2. Подставляя x равно корню квадратному из 2 и c равно 2 в исходное уравнение, получаем корень из 2 в степени корень из 2 в степени корень из 2 бесконечное количество раз равно 2. Пусть теперь c равно 4. Применяя формулу для x, получаем x равно корню четвертой степени из 4. Извлечь корень четвертой степени – это все равно, что дважды извлечь квадратный корень. И поскольку квадратный корень из 4 равен 2, мы снова получаем x равно корню из 2. Теперь следует поставить x равно корню из 2, c равно 4 в исходное уравнение. Получаем корень из 2 в степени корень из 2 в степени корень из 2 бесконечное количество раз равно 4. Левые части полученных степенных уравнений совпадают. Следовательно, совпадают и правые части. 2 равно 4. Открытие, способное поставить с ног на голову не только любителей математики, но и все маломальски образованное человечество. Можете дать объяснение этому софизму? Объяснение на самом деле довольно простое. Уверен, что, взглянув на заданное уравнение, вы невольно задумались. Правильно ли рассматривать бесконечное количество операций в возведении в степень? А если правильно, то что-то такое. Впрочем, нечто похожее нам уже встречалось. Это бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, которую, несмотря на бесконечное количество элементов, удавалось просуммировать, и эта сумма оказывалась конечной. Для этого мы находили формулу для суммы первых n чисел этой прогрессии, и предел этой суммы при n стремящемся к бесконечности принимали в качестве суммы всех элементов прогрессии. Поступим подобным образом и в данном случае. Итак, рассмотрим бесконечную степенную башню, каждый элемент которой вещественное положительное число а, и дадим определение значению этой башни t от a. Для этого рассмотрим конечную башню, состоящую из n элементов, значение которой обозначим через tn от a. В таком случае в качестве t от a естественно взять предел tn от a при n стремящемся к бесконечности. Операция возведения в степень одинаковых чисел называется тетрацией и происходит, как вы, наверное, догадались, от греческого тетра, означающего 4. Связано это с тем, что такая операция является действием четвертой ступени после сложения, умножения и возведения в степень. Действительно, если считать сложение действием первой ступени, то сложение одинаковых чисел – это умножение, действие второй ступени, а умножение одинаковых чисел – это возведение в степень, действие третьей ступени. В таком случае возведение в степень одинаковых чисел естественно считать действием четвертой ступени. Слово тетрация ввел в употребление американский математик Рубин Куштейн, статья которого была опубликована в 1947 году. Название, по-видимому, не каждому понравилось, так как после этого появилось несколько альтернативных названий операций. Например, другой американский математик с немецкой фамилией Кнёбель, хотя американцы, возможно, произносят ее по-другому, использует термин гиперстепень, то есть сверхстепень. Замечу, что статья Кнёбеля, написанная в 1981 году, мне очень помогла в подготовке этого видео. Вы можете прочесть или скачать ее, используя ссылку в описании под видео. Некоторые говорят просто степенная башня, что делает термин понятным даже без пояснений, однако элементы при этом не всегда одинаковые. Количество элементов башни, число n, называется высотой тетрации. Предпринимались отчаянные попытки распространить тетрацию на дробные высоты, по аналогии с дробным показателем степени. Однако нет единого мнения о том, как это сделать естественным путем. Поэтому будем считать высоту либо целой, либо бесконечной,
но никак не дробный. Существует также несколько способов обозначения титрации. Самый распространенный – это указание высоты слева и сверху от основания. Если верить Википедии, такое обозначение использовал немецкий математик Людвиг Мауэр еще в 1901 году. Однако ссылка на статью не приводится. Это же обозначение использовано в уже упомянутых статьях Гутштейна и Кнёбеля. Однако я слишком насытился многоэтажностью степеней, поэтому буду использовать другое обозначение, предложенное небезызвестным Дональдом Кнутом, автором книг по искусству программирования в 1976 году. Помимо одноэтажности, обозначение Кнута имеет еще одно преимущество. Его можно использовать для действий более высоких ступеней, добавляя соответствующее количество вертикальных стрелок. Например, 3 вертикальные стрелки обозначают многократную титрацию, называемую пентацией или гипергиперстепенью. Однако вертикальная стрелка не является символом ASCII и отсутствует на клавиатуре. Поэтому для языков программирования предлагается вместо вертикальных стрелок использовать двойной карет. Предполагаю, что один карет используется для возведения в степень. Однако большинство современных языков используют карет для операции исключающего или, что я нахожу удобным, так как использовать исключающее или гораздо чаще, чем возведение в степень, не говоря уж о титрации. Используя термин титрация и обозначение Кнута, можно записать Tn от А – это А высоты n. T от А – это А высоты бесконечности. И договоримся, что вместо А высоты n или А высоты бесконечность я буду говорить соответственно АН или А бесконечное, что не вполне верно, зато бережет время и голосовые связки. На самом деле, представление титрации в виде башни не совсем удобно в работе. Гораздо удобнее представить ее в рекурсивном виде. Получаем последовательность, первый элемент которой равен А каждый последующий элемент образуется возведением А в степень, равную предыдущему элементу. Однако, как программист, я предпочитаю нумеровать элементы с нуля. Поэтому введем титрацию нулевой высоты, равную единице, независимо от А. В таком случае рекурсивная формула дает А первое равно А в степени А нулевое, а нулевое равно единице. Таким образом, А первое равно А в первой степени равно А, в точном соответствии с ранним определением. Вследствие этого все остальные элементы четко следуют ранее разработанному сценарию. Это позволяет заменить первый элемент нулевым без ущерба для бурной гиперстепенной жизни нашей последовательности. Рекурсивное определение титрации позволяет вычислить значение бесконечной башни итерационным путем. В этом нам поможет графический калькулятор GeoGebra. Бесплатное программное средство, доступное онлайн, а также офлайн, практически для всех операционных систем и даже для мобильных телефонов. Она содержит функцию Iteration, позволяющую выполнять итерацию заданное количество раз по заданной формуле с указанием начального значения. В нашем случае начальный элемент равен единице, итерационная форма А в степени x, где x – предыдущий элемент. Значение А задается в виде константы, а количество итераций n можно менять от 0 до 100 включительно. При n равном нулю результат равен начальному значению единицы. Для вычисления значения титрации бесконечной высоты следует увеличивать n, дожидаясь, пока результат перестанет изменяться. Вычислим А бесконечное для нашего старого знакомого А равного корню из 2. Для корня из 2 бесконечного у нас есть два кандидата – 2 и 4. И совершенно очевидно, что только один из них может быть правильным. Может даже оказаться, что оба из них неверны. Посмотрим, что мы получим для А равного корню из 2. Запускаем.
Где-то на 85-м шагу значение стало равным 2 и перестало изменяться. Выходит, что корень из 2 бесконечное равно 2, и кандидат 4 отпал. Обратимся теперь к результату сиюминутного решения, корню кубическому из 3. Если решение верно, то значение бесконечной итерации для корня кубического из 3 равно 3. Проверим это, положив а равным корню кубическому из 3. К сожалению, мне не удалось найти возможность ввести знак кубического корня. Подскажите, кто знает, или такая возможность имеется. Поэтому я ввел значение как 3 степень 1/3. Значение взялось правильно, так что все в порядке. Пришлось также увеличить максимальное значение n до 400, чтобы добиться стабилизации полученного результата. Итак, на старт. Внимание. Марш! Где-то на 315 шагу результат перестал изменяться, и полученное значение заметно отличается от 3. Выходит, что приведенное сиюминутное решение не просто неточное, оно даже ошибочное. Прежде чем показать правильное решение, сделаем небольшое замечание. Рассмотрим башню из n элементов, равных корню из 2, но будем возводить степень снизу вверх. Перемножив показатели степеней, а их у нас n-1 штука, получаем корень из 2 в степени корень из 2 в степени n-1. Найдем предел полученного выражения при n стремящемся к бесконечности. Так как корень из 2 больше единицы, результат верхнего возведения в степень стремится к плюс бесконечности. А следовательно, и все выражение стремится к плюс бесконечности. Это значит, что если значение башни с корнями из 2 вычисляется снизу вверх, то, увеличивая высоту, это значение можно сделать сколь угодно большим. В то же время, при вычислении снизу вверх, значение стремится к конечному числу, а следовательно ограничено. Вот обещанный пример, когда вычисление снизу вверх дает гораздо больший результат, чем вычисление сверху вниз. И выполню еще одно обещание. Покажу правильный подход к решению уравнений подобного типа. Снова обратимся к злополучному уравнению, которое можно записать как x бесконечное равно c. Предположим, что решение уравнения существует. Я даже напишу это с восклицательным знаком, чтобы не забыть. Запишем рекурсивную формулу для x n и перейдем к пределу Pn, стремящемуся к бесконечности. При этом, поскольку показательная функция непрерывна, обозначение предела можно перенести в показатель. По определению, левая часть равенства – это x бесконечное. Кроме того, если n стремится к бесконечности, то n-1 также стремится к бесконечности. Это значит, что показатель степени правой части равенства также x бесконечное. Заменяя x бесконечное на c, получаем c равно x степени c. Причем равенство является верным только если решение уравнения существует. Из последнего равенства получаем знакомый результат x равно c степени единицы на c. Однако теперь мы понимаем, что данное значение x является верным только тогда, когда решение исходного уравнения существует, что само по себе не гарантировано. Запишем это как утверждение 1. Если уравнение x бесконечность равно c имеет решение, то это решение есть x равно c степени единицы на c. Применим это утверждение к c равному 3. Если уравнение x бесконечность равно 3 имеет решение, то, согласно утверждению 1, этим решением должно быть число 3 в степени 1/3, или корень кубический из 3. Но мы видели, что корень кубический из 3 бесконечное не равно 3. Следовательно, уравнение из упомянутого видео не имеет решений. Аналогично доказывается, что уравнение x бесконечное равно 4 не имеет решений. Здесь можно было подвести черту и закончить видео. Однако вспомним,
что сделать вывод об отсутствии решения нам помогла компьютерная программа, и при другом значении c ее надо будет снова запускать. А можно ли, зная значение c, сразу сказать, существует решение или отсутствует? Увы, 1 минуты явно недостаточно, чтобы разобраться в этом вопросе. Тем не менее, можем попытаться это сделать. Вспомним об обратной функции, то есть функции, выражающей значение аргумента через значение исходной функции. Другими словами, если y равно f от x, и x можно выразить через y, получаем новую функцию g, которая является обратной по отношению к функции f. Например, если y равно x в квадрате, то можно записать, что x равно корню квадратному из y. Такая функция могла бы быть обратной, если бы не одно «но». По умолчанию функция y равно x квадрат определена для всех вещественных x, как положительных, так и отрицательных, тогда как значение арифметического квадратного корня всегда не отрицательно. Можно записать x как плюс-минус корень квадратный из y, но такая функция является неоднозначной и, строго говоря, функцией не является. Выйти из положения можно, сузив область определения функции y равно x квадрат до неотрицательных x, после чего функция x равно корню квадратному из y действительно становится обратной. В общем случае, для существования обратной функции исходная функция должна быть, говоря по-научному, инъективна, то есть разным значениям аргумента должны соответствовать разные значения функции. В частности, строго монотонная функция является инъективной, следовательно, обладает обратной. При этом обратная функция также монотонная, ее характер монотонности такой же, как и у исходной. В рассмотренном примере функция y равно x квадрат, определенная для неотрицательных x, является монотонно возрастающей. Обратная функция, арифметический квадратный корень, также является монотонно возрастающей. Заметим, что существование обратной функции не гарантирует, что она элементарна, то есть в ряде случаев обратную функцию не удается записать в виде формулы, использующей функции стандартного школьного репертуара, как тригонометрический, логарифмический, показательный и так далее. Тем не менее, имея график исходной функции, можно всегда построить график обратной функции путем зеркального отображения относительно биссектрисы первого и третьего квадрантов, то есть графика функции y равно x. Однако какое это имеет отношение к бесконечной итерации? Самое непосредственное. Заменим в злополучном уравнении букву c буквой y и прочтем его справа налево. Получим y равно x бесконечному. В таком случае, согласно утверждению 1, x равно y в степени единицы на y, при условии, что x существует. Получили таким образом формулу, выражающую x через y. И хотя она работает не всегда, это все же лучше, чем ничего. В таком случае функция g от x равная x в степени единицы на x является как бы частично обратной по отношению к бесконечной итерации. Слова «частично обратно» я взял в кавычки, поскольку не уверен, что такой термин официально существует. Однако смысл его вполне понятен. Если построить график функции g от x и исключить из него лишние точки, то, отразив его относительно биссектрисы первого и третьего квадрантов, мы получим график функции x бесконечная. Заметим, что в отличие от бесконечной итерации, которую вряд ли можно назвать элементарной функцией, функция x в степени единицы на x вполне элементарна, и после небольшого исследования график ее можно построить. Так давайте сделаем это. Итак, исследуем функцию g от x равную x в степени единицы на x при положительных значениях x. Начнем с нахождения стационарных точек, или, как говорили в старину, экстремумов. Для этого надо найти производную функции. Самый понятный, хотя, возможно, не самый простой способ это сделать, представить функцию g от x в виде показательной функции с основанием e,
Итак, пишем g от x равно e в степени логарифм от x в степени единицы на x, применяя при этом основное логарифмическое тождество. Далее выносим единицу, деленную на x, за знак логарифма, как x минус первой степени. Теперь функция готова к дифференцированию. Производная от e в степени – это сама функция, умноженная на производную от показателя, что в данном случае является производной от произведения. Сама функция, как мы уже знаем, это x в степени единицы на x. Производная от x минус 1 это минус x в степени минус 2. Ее надо умножить на логарифм. К этому надо прибавить произведение x минус 1 на производную от логарифма, которая по счастливому совпадению тоже равна x минус 1. В результате x минус второй степени оказывается общим множителем, который мы выносим за скобки и объединяем с x в степени единицы на x. Окончательная формула для производной x в степени единицы на x минус 2 умноженная на единицу минус логарифм от x. На душе легко и свободно. Я ведь ожидал увидеть жуткое уравнение, которое вряд ли удастся решить полностью. Однако полюбуйтесь на то, что мы получили. Первый сомножитель заведомо положителен, поэтому производная может равняться нулю, только если второй сомножитель равен нулю, то есть логарифм x равен единице. А следовательно x это непременно e. При этом значение функции равно e в степени единицы на e. Для нахождения характера экстремума находим знаки производной слева и справа от e. Если x меньше e, логарифм от x меньше единицы. В таком случае множитель единица минус логарифм x положителен. Следовательно, производная положительна, что означает возрастание функции. Наоборот, если x больше e, логарифм x больше единицы, множитель единица минус логарифм x отрицателен, производная отрицательна и функция убывает. Таким образом, e является точкой максимума. Более того, поскольку производная существует и непрерывно на всей положительной полуоси и не обладает другими нулями, этот максимум является глобальным. Другими словами, g от x меньше равно e в степени единицы на e для всех положительных x. Причем равенство достигается только при x равном e. В скобках замечу, что полученное неравенство позволяет довольно быстро решить классическую задачу, обсуждаемую на многих сайтах и видеоканалах. Что больше, e в степени π или π в степени e? Вспомним, что степенная функция с положительным показателем степени является монотонно возрастающей, и возведем оба выражения в степень единицы, деленная на πe. При этом знак неравенства между ними не изменится. Перемножаем показатели степеней, и вуаля! Задача свелась к сравнению g от e с g от π. Но мы знаем, что при x равном e функция g от x достигает максимума. Следовательно, g от e больше, чем g от π. И такой же знак неравенства применим к исходным выражениям. Легко заметить, что свойства числа π здесь нигде не использовались, поэтому число π может заменить производным положительным числом x. При этом равенство имеет место тогда и только тогда, когда x равно e. И поскольку при x равном нулю неравенство также имеет место, x можно считать не отрицательным. Но продолжим исследование функции g от x. Найдем пределы функции g от x на концах области определения, то есть при x равном нулю и x равном плюс бесконечности. Для этого снова воспользуемся выражением функции g от x в виде экспонента. Находим предел g от x, когда x стремится к нулю, оставаясь больше нуля. В этом случае единица, деленная на x, стремится к плюс бесконечности, тогда как логарифм от x стремится к минус бесконечности. Таким образом, показатель степени стремится к минус бесконечности. И обозначая показатель степени через t, получаем предел от e в степени t при t стремящемся к минус бесконечности, что равно нулю. Для вычисления предела функции g от x при x стремящемся к плюс бесконечности запишем показатель степени в виде дроби логарифм натурального от x, деленный на x.
Числитель или знаменатель этой дроби стремятся к плюс бесконечности при их стремящемся плюс бесконечности, давая неопределенность вида бесконечность на бесконечность, которую мы раскрываем, конечно же, по правилу Лапиталя. Производная от логарифма это единица на x, производная от x это просто единица. Таким образом, получаем предел от единицы на x при x стремящемся плюс бесконечности равный нулю. Это значит, что предел функции g от x при x стремящемся плюс бесконечности равен e в нулевой степени или единице. Отсюда следует, что правее максимума функция должна иметь точку перегиба. Однако вычислять ее я воздержусь, поскольку нет желания находить вторую производную, не будучи уверенным, что полученное уравнение удастся решить. Кроме того, координаты точки перегиба в данном случае мало что проясняют. Полезно заметить, что g от единицы равно единице. И как легко доказать, это единственная точка графика, обе координаты которой являются целыми числами. Наступило время показать, что система координат не зря занимает место на экране и начертить график функции g от x, равной x степени единицы на x. Для чего нам снова поможет GeoGebra. Мошенничество? Возможно. Но, во-первых, учтите мое чистосердечное признание. Во-вторых, зачем тратить свое серое вещество на то, с чем прекрасно справится безмозглый компьютер? В-третьих, чертить график с помощью мышки не вполне удобно, а другим инструментом для черчения на экране вручную я, увы, не располагаю. Итак, у нас есть максимум при x равном e, при этом y равен e в степени единицы на e. Также график проходит через точку с координатами 1, 1. Кроме того, хотя это не очень заметно на графике, мы знаем, что прямая y равно единице является асимптотой графика на плюс бесконечности. Как видим, компьютерные средства не всегда способны заменить человеческий разум. Выкладки в левой части экрана, выполнив свою работу, и могут гордо удалиться. Что касается неравенства в рамке, то переместим его наверх. А заодно вычислим значение правой части, что в 21 веке сделать очень просто. Заметим, что e в степени единицы на e может заменить на менее высокое e в степени минус 1. Однако, несмотря на желание сэкономить место, я не стану это делать, поскольку считаю запись e в степени минус 1 менее наглядной. К этому добавим, что равенство достигается при x равном e, и напомним значение e, для тех, кто его, возможно, забыл. Также запишем, что функция обратная g от x, график, который мы собираемся построить, это бесконечная тетрация. Назовем его f от x. Полученный график состоит из двух ветвей. Ветвь слева от x равного e монотонно возрастает, приближаясь бесконечно близко к нулю, при x стремящемся к нулю справа. Ветвь справа от x равного e является монотонно убывающей и бесконечно приближается к единице при x стремящимся к плюс бесконечности. Отсюда можно сделать вывод, что если a больше единицы и меньше e в степени единицы на e, горизонтальная линия y равно a пересекает график в двух точках, одна из которых принадлежит левой ветви, а другая правой. Таким образом, для значения a в открытом интервале от единицы до e в степени единицы на e уравнение g от x равно a имеет два решения, находящиеся по разные стороны от x равного e. Если a равно e в степени единицы на e или a больше нуля и меньше равно единице, уравнение g от x равно a имеет единственное решение. В первом случае это связано с тем, что e в степени единицы на e это максимальное значение функции и достигается только при x равном e. Если же a больше нуля и не превосходит единицу, прямая y равно a лежит не выше асимптоты правой ветви, поэтому пересекает левую ветвь, но не правую. Вернемся к ранее рассмотренному примеру. a равно корню квадратному из 2. Это значение
больше единицы и меньше e в степени единицы на e. Поэтому уравнение x в степени единицы на x равно a должно иметь два решения. И мы знаем эти решения. x1 равно 2, x2 равно 4. Но мы видели, что бесконечная тетрация с основанием корень из 2 равна 2, а не 4. Поэтому только точка с x равным 2 действительно отображается в график бесконечной тетрации. Другой известный нам случай a равно корню кубическому из 3. И снова число находится в интервале между единицей и e в степени единицы на e. И снова мы ожидаем два решения. Одно из них 3, но мы знаем, что оно не подходит для графика бесконечной тетрации. А правильный результат, как показала GeoGebra, это где-то около 2,5. И это значение также меньше e. И еще один пример. a равно единице. По определению a с высотой 0 это единица. Для последующих элементов получаем ant равно единице в степени an-1. И поскольку показатель степени конечное число, результат равен единице. Мы видим, что все элементы последовательности равны единице. И значение бесконечной тетрации как предела последовательности также равно единице. Таким образом, точка с координатами 1, 1 подходит, и она также находится слева от x равного e. Создается впечатление, что для построения графика бесконечной тетрации правую ветвь графика функции g от x следует отбросить, в результате чего функция g от x станет монотонно возрастающей и будет обладать обратной функцией. Однако все это лишь догадки, которые надо обосновать. А поскольку такого обоснования у нас еще нет, придется отобразить график целиком относительно графика функции y равно x. Получаем вот такое страшилище, которое не является графиком функции f от x, поскольку очевидно содержит лишние точки. Вспомнив крылатую фразу «не то Агюста Родена, не то Микеланджело», понадеемся на то, что отсекая все лишнее мы получим фигуру, если не в стиле Микеланджело или Родена, то во всяком случае более впечатляющую, чем знаменитые квадраты Казимира Малевича. Так или иначе, в одном мы абсолютно уверены. Множество точек интересующего нас графика является подмножеством множества точек полученного монстра. Заметим, что при зеркальном отображении точка максимума исходного графика с абсциссой e и ординатой e в степени единицы на e переходит в точку отраженного графика с абсциссой e в степени единицы на e и ординатой e. Далее, поскольку график исходной функции g от x лежит не выше прямой y равно e в степени единицы на e, отраженный график лежит не правее горизонтальной прямой x равно e в степени единицы на e. Но в таком случае и график бесконечной тетрации, множество точек которого является подмножеством множества точек отраженного графика, лежит не правее прямой x равно e в степени единицы на e. Другими словами, значение больше e в степени единицы на e не может обладать конечной тетрацией, что, впрочем, можно было сказать и не глядя на график функции. Итак, докажем утверждение 2. Для существования конечного значения а бесконечного необходимо, чтобы а не превосходило e в степени единицы на e. Объясню присутствие слова «конечное». Вспомним, что бесконечная тетрация – это предел последовательности, который может равняться плюс бесконечности. В этом случае можно сказать, что значение бесконечной тетрации существует, только оно бесконечно. Может, однако, случиться так, что последовательность вообще не стремится к определенному пределу, конечному или бесконечному. Тогда значение бесконечной тетрации действительно не существует. Однако для утверждения 2 бесконечное значение тетрации не подходит. Требуется, чтобы оно было конечным. Переходим к доказательству. Пусть c – значение бесконечной тетрации. По условию это значение существует и конечно. Следовательно, оно должно быть положительным. При этом a является решением уравнения
x бесконечное равно c, откуда все утверждения 1, а равно c в степени единицы на c, или g от c. Но g от x меньше или равно e в степени единицы на e для любого положительного x. Отсюда a равное g от c меньше или равно e в степени единицы на e, чем завершается доказательство. Наконец-то у нас есть возможность перейти на следующую страницу, где мы бросим вызов верхней части графика. Вначале докажем утверждение 3. Если a меньше или равно e в степени единицы на e, то значение любой конечной тетрации с основанием a меньше e. Применим индукцию по высоте тетрации n. При n равном нулю значение тетрации равно единице, что меньше e. Далее нам надо доказать, что если АК меньше e, то АК плюс 1 также меньше e. Напишем, что АК плюс 1 равно а в степени АК и обратимся к степенной функции с показателем степени АК. Мы знаем, что степенная функция является монотонно возрастающей, если показатель степени – положительное число. А поскольку значение тетрации при положительном основании является положительным числом, рассмотренная нами степенная функция является монотонно возрастающей. И по условию а меньше или равно e в степени единицы на e. Таким образом, используя возрастание степенной функции, можно записать, что АК плюс 1 равно а в степени АК меньше или равно e в степени единицы на e в степени АК, что после перемножения показателей степеней преобразуется к виду e в степени АК, деленное на e. По индукционному предположению, АК меньше e, следовательно, АК, деленное на e, меньше единицы. И поскольку показательная функция e в степени x является монотонно возрастающей, неравенство для АК плюс 1 можно продолжить и написать, что АК плюс 1 строго меньше e в первой степени или e, что и требовалось для полного счастья. Поблагодарим Артура Кнёбеля за изящное доказательство, сделавшее нас счастливыми, поскольку из него следует, что если а бесконечное существует и конечно, то это значение не превосходит e. Действительно, из утверждения 2 следует, что а бесконечность существует и конечно лишь тогда, когда а меньше или равно e в степени единицы на e. Но в таком случае к числу а можно применить только что доказанное утверждение 3, согласно которому ant меньше e для любого n. Отсюда следует, что предел последовательности, если он существует, меньше или равен e. Но этот предел есть а бесконечное, которое по условию действительно существует. Получаем а бесконечное меньше или равно e, что и требовалось доказать. Итак, попрощаемся с верхней частью графика, удаление которой стало вполне обоснованным. Попутно докажем утверждение 4. Функция f от x равна x бесконечному является монотонно возрастающей. Вспомним, что сохранившаяся часть графика является зеркальным отображением левой ветви графика функции g от x равной x в степени единицы на x, соответствующей значением x меньшим или равным e. Другими словами, функция, определенная сохранившейся частью графика, является обратной по отношению к функции g от x, суженной до полуоткрытого промежутка от 0 до e. Такое сужение области определения делает функцию g от x монотонно возрастающей. Следовательно, монотонно возрастает и обратная функция, график которой изображен на чертеже. Как видим, мы уже знаем достаточно много о неэлементарной функции x бесконечная. Однако главный вопрос остается открытым. От всех ли лишних точек мы избавились? Не содержит ли оставшаяся часть графика другие лишние точки? Заметим, что если даже нам придется удалить лишние точки, то это никак не повлияет на возрастание функции. Поэтому утверждение 4 является верным. Ранее было показано, что 1 бесконечное равно единице. Поэтому мы точно знаем, что точка с координатами 1, 1 принадлежит графику. Осталось рассмотреть значение справа и слева от единицы. Начнем со значения аргумента
больших единицы и докажем следующее полезное свойство. При А большем единицы последовательность АН является монотонно возрастающей. Снова применим оказавший нам услугу метод математической индукции. Заметим, что А высота единица – это просто А, которая по условию больше единицы, а единица – это А нулевой высоты. Таким образом, А первое больше А нулевого и база индукции у нас есть. Осталось, предположив, что АК больше АК минус первого, получить АК плюс первое больше АК. Заметим, что поскольку А больше единицы, показательная функция А в степени х является монотонно возрастающей. Применяя эту функцию к неравенству индукционного предположения, получаем А в степени АК больше А в степени АК минус 1. Осталось лишь заметить, что выражение в левой части полученного неравенства – это АК плюс 1, а выражение в правой части – это АК. Чем завершается индукционный переход, а с ним и доказательство утверждения. Замечательное свойство монотонно возрастающей последовательности состоит в том, что она обязательно имеет предел, который является конечным числом или плюс бесконечностью, в зависимости от того, ограничена последовательность сверху или нет. Что позволяет с легкостью доказать утверждение 5. И если А больше, чем Е в степени единицы на Е, то А бесконечное равно плюс бесконечности. И если же А меньше или равно Е в степени единицы на Е и больше единицы, то А бесконечное существует и конечно, а точнее не превосходит Е. Если А больше, чем Е в степени единицы на Е, согласно утверждению 2, значение бесконечной итерации не может быть конечным. С другой стороны, мы знаем, что оно должно существовать, следовательно, это значение обязано быть плюс бесконечностью. И если же А больше единицы и не превосходит Е в степени единицы на Е, то, согласно утверждению 3, последовательность конечных итераций АН ограничена сверху числом Е. С другой стороны, такая последовательность является монотонно возрастающей, поэтому она имеет предел, не превосходящий Е, который и является значением бесконечной итерации. Теперь мы знаем, что все точки графика со значением х от единицы до Е в степени единицы на Е, включая концы, действительно принадлежат графику бесконечной итерации, и среди них нет лишних. Осталось исследовать лишь значение х в открытом интервале от 0 до единицы. Но прежде чем это сделать, приведу пример бесконечной итерации, значение которой равно плюс бесконечности. Положим А равным 2, что лишь чуть больше, чем наполовину отличается от Е в степени единицы на Е. Однако разница, как мы увидим, огромная, причем в прямом смысле этого слова. Используя излюбленный метод математической индукции, нетрудно доказать, что 2 в степени n больше, чем 3 вторые n для всех целых положительных n. Отсюда следует, что итерация от 2 с высотой n больше, чем 3 вторые, умноженные на итерацию от 2 с высотой n-1 для любого целого положительного n. Применяя неравенство несколько раз, пока n не станет равным нулю, получим 2n больше 3 вторых в степени n. И поскольку правая часть неравенства является бесконечно возрастающей, такой же должна быть и левая часть. Как видим, при А равном 2 утверждение 5 доказывается без всяких премудростей. Из примера в начале видео мы видели, что 2 с высотой 3 это 16, а 2 с высотой 4 это уже 65 536. В таком случае для высоты 5 получаем 2 в степени 65 536. Для тех, кто решительно против использования даже калькуляторов, а такие, к сожалению, есть, особенно в средней школе, замечу, что количество цифр такого числа можно вычислить даже без калькулятора, как целую часть от 65 536 умноженного на десятичный логарифм от 2. И если, конечно, помнить значение десятичного логарифма от 2.
Однако я не брезгую даже пользоваться мощными онлайн-калькуляторами наподобие Wolfram Alpha, который умудрился выдать все цифры этого числа. Так как места на странице осталось очень мало, я не стану выписывать все эти цифры, а дам лишь его приближенное значение. Как видим, в полной записи число содержит 19729 цифр. И это лишь при высоте 5. Тогда как при основании равном e в степени единицы на e, сколько ни увеличить высоту, мы никогда не получим число большее e. И наша заключительная остановка. Значение a больше нуля и меньше единицы. В этом случае показательная функция a в степени x является монотонно убывающей, что доставляет ряд неудобств. Так что располагайтесь поудобнее, поскольку это надолго. Для краткости обозначим через t с индексом n конечную титрацию с основанием a и высотой n. Таким образом, t нулевое равно единице, тогда как для положительных n имеет место рекурсивная формула t с индексом n равно a в степени t с индексом n минус единица. И поскольку все значения титрации положительные числа, а показательная функция a в степени x является монотонно убывающей, то это значение меньше a в нулевой равно единице. Выходит, что все значения последовательности больше нуля и меньше или равны единице, тогда как элементы с положительными индексами даже строго меньше единицы. Таким образом, последовательность Tn ограничена снизу и сверху числами 0 и 1 соответственно. И если такая последовательность имеет предел, принимаемый в качестве значения бесконечной титрации, он должен находиться в замкнутом промежутке от 0 до единицы. И если такая последовательность к тому же кажется монотонной, то нет никаких проблем. Посмотрим, так ли это. Для наглядности выпишем начальные элементы последовательности и попытаемся ставить знаки между ними. Пишем t1 равно a, что меньше единицы, равно t нулевому. Таким образом, t нулевое больше t1. Сравниваем следующую пару. t2 это a в степени t1. Мы уже знаем, что t1 меньше t нулевого. И в силу монотонного убывания функции a в степени x, a в степени t1 больше a в степени t нулевого, то есть t1. Это значит, что t1 меньше t2. И этот знак неравенства противоположен предыдущему. Для большей убедительности сравним еще одну пару. t3 равно a в степени t2, и поскольку t2 больше t1, a в степени t2 меньше, чем a в степени t1, равного t2. Следовательно, t2 больше t3, и снова знак противоположен предыдущему. Мы видим, что убывание функции a в степени x приводит к чередованию знаков неравенства между соседними элементами последовательности Tn. Так что последовательность Tn заведомо не является монотонной. При этом каждый четный элемент последовательности больше последующего нечетного, а каждый нечетный элемент последовательности меньше последующего четного. К счастью, есть одно утешающее обстоятельство. Рассмотрим отдельно последовательности четных и нечетных элементов. Pnt равно t с индексом 2n, Qnt равно t с индексом 2n плюс 1. Тогда неравенство для соседних элементов последовательности Tn можно переписать, используя p и q. Pnt больше Qnt, Qnt меньше p с индексом n плюс 1 для всех неотрицательных n. Далее пишем Pn плюс 1 равно по определению t с индексом 2n плюс 2 равное a в степени t с индексом 2n плюс 1 равное a в степени Qnt.
Аналогично находим QNT равно А в степени PNT. Скопируем равенство наверх, чтобы освободить место, и применим их один за другим. Первое равенство дает P с индексом n плюс 1 равно А в степени QNT, и подставляя значение Qn из второго равенства, находим, что Pn плюс 1 равно А в степени А в степени PNT. Аналогичную формулу получаем для Qn плюс 1, применяя сначала второе равенство, а потом первое. Это дает возможность определить последовательности Pnt и Qnt рекурсивно. P нулевое равно единице, Pnt равно А в степени Pn минус 1 для положительного n. В случае последовательности Q нулевое равно А, рекурсивная формула аналогична последовательности Pn. Покажем, зачем эти последовательности нам понадобились. Свойство 1. Последовательность P, состоящая из Pn, является монотонно убывающей, а последовательность Q, состоящая из Qn, монотонно возрастающей. Докажем сначала для последовательности P, применив уже многократно выручавший нас метод математической индукции. Вспомним, что все элементы Tn с положительными индексами меньше единицы. В частности, P1 равное T2 меньше единицы, а единица это в точности P нулевое, что дает базу индукции. Теперь предположим, что pkt меньше pk минус 1 и докажем, что отсюда следует pk плюс 1 меньше pk. Применим показательную функцию а в степени x к неравенству индукционного предположения. При этом знак неравенства меняется на противоположный. Получаем а в степени pkt больше а в степени pk минус 1. Теперь применим показательную функцию к полученному неравенству. И снова знак неравенства меняется на противоположный. Согласно рекурсивной формуле для последовательности P, полученное неравенство можно переписать как pk плюс 1 меньше pk. А именно такое неравенство нам и требовалось. Осталось доказать для последовательности Q, но это совсем просто. Записываем уже доказанное неравенство Pnt меньше Pn минус 1 для положительных n и применяем к нему показательную функцию а в степени x. И ввиду формулы, выражающей Qnt через Pnt, последнее неравенство можно записать как Qnt больше Qn минус 1, что доказывает монотонное возрастание последовательности Q. Таким образом, свойство 1 полностью доказано. Для наглядности, а также экономии места на экране, я запишу это свойство в виде неравенств. P убывает, Q возрастает. И поместим их вместо текста. Заметим, что последовательности P и Q не только монотонные, но и ограничены ввиду ограниченности последовательности T. Поэтому каждая из них имеет конечный предел. Пусть P малое – предел последовательности P, а Q малое – предел последовательности Q. К этим пределам обратимся чуть позже, а сейчас докажем свойство 2. Любой элемент последовательности Q меньше каждого элемента последовательности P. Qmt меньше Pn для любой пары неотрицательных чисел m и n. Действительно, если для заданных чисел m и n положить k равным максимуму из этих чисел, то поскольку k больше или равно m и последовательность q возрастающая, Qmt меньше или равно Qk. Далее, на основании неравенства между элементами последовательности P и Q, Qk строго меньше Pk. Наконец, поскольку k больше или равно n и последовательность P является монотонно убывающей, Pk меньше или равно Pn. А поскольку в цепочке неравенств присутствует строгое, Qmt строго меньше, чем Pnt. И свойство 2 доказано.
Отсюда следует свойство 3. Любой элемент последовательности Q меньше предела последовательности Q малого, который в свою очередь меньше или равен P малого предела последовательности P, который в свою очередь меньше любого элемента последовательности P. Действительно, поскольку последовательность P строго убывает, ее предел меньше каждого из ее элементов. Последовательность Q строго возрастает, поэтому ее предел больше каждого из элементов. Осталось доказать среднее неравенство. Q малое меньше или равно P малого. Для этого запишем неравенство свойства 2 и переходим к пределу, заменяя строгое неравенство нестрогим. Поскольку левая часть полученного неравенства это Q малое, а правая часть P малое, получаем требуемое неравенство. В частности, P меньше P нулевого, равного единице, а Q больше Q нулевого, которое положительно. Отсюда следует, что P и Q оба строго больше нуля и строго меньше единицы. Наконец-то сделаем утверждение. Утверждение 6. При А в интервале от 0 до единицы значение А бесконечно существует тогда и только тогда, когда P равно Q. При этом А бесконечное равно общему значению P и Q. Пусть C равное А бесконечному существует. Тогда C является пределом последовательности Tn. Следовательно, последовательности P и Q, как подпоследовательности Tn, также стремятся к C. Вот и получается, что P и Q равны между собой и равны А бесконечному. В этой связи заметим, что поскольку P и Q строго больше нуля и строго меньше единицы, неравенство для А бесконечного можно сделать строгим. В обратную сторону, если P и Q имеют общее значение C, то для любого положительного эпсилон найдется номер NP, что все элементы последовательности P с номерами большими NP попадают в эпсилон окрестность точки C, и аналогичный номер NQ для последовательности Q. Покажем, что номер n равный максимум из 2NP и 2NQ плюс 1 подходит для последовательности T. В самом деле, если n малое больше n большого, то либо n малое равно четному числу 2k, где k больше np, так что в этом случае t с номером n малое равно pk и попадает в эпсилон окрестность точки C. Либо n малое нечетное число 2k плюс 1, где k больше nq. Тогда tn равно qk и тоже попадает в эпсилон окрестность точки C. Таким образом, А бесконечно равное пределу последовательности Tn существует и равно C. Утверждение 6 доказано. Последнее утверждение этой страницы. Утверждение 7. При положительном А отлично от единицы, значение А бесконечного, если оно существует, отлично от значения n-того с любой конечной высотой n. Пусть значение c равное А бесконечному существует. T с индексом n – значение тетрации с основанием А и высотой n. Если А больше единицы, то, как мы помним из предыдущей страницы, последовательность Tn является монотонно возрастающей. Следовательно, ее предел c больше каждого из элементов и, следовательно, не совпадает ни с одним из них. И если А больше нуля и меньше единицы, то, согласно утверждению 6, c совпадает с пределом последовательностей p и q. В таком случае неравенство свойства 3 можно записать в виде c больше qm меньше pn, или c больше t с любым нечетным номером и меньше t с любым четным номером. И снова c не совпадает ни с одним из tn.
Утверждение 7 завершает эту изрядно затянувшуюся страницу. Отвлечемся на время от интервала 0,1 и докажем следующую лемму. Пусть c – положительное число, a равно c в степени единицы на c, h от x – показательная функция с основанием a. Для существования конечного решения уравнения x бесконечно равно c необходимо, чтобы абсолютная величина производной от функции h в точке c не превосходила единицу. Другими словами, если абсолютная величина производной функции h в точке c больше единицы, уравнение x бесконечно равно c не обладает конечным решением. На этот раз дадим методу математической индукции отдохнуть и применим метод от противного. Предположим, абсолютная величина производной от h в точке c больше единицы, но тем не менее уравнение x бесконечно равно c имеет конечное решение. В таком случае, согласно утверждению 1, число a равное c в степени единицы на c обязано быть решением этого уравнения. То есть a бесконечное равно c. Заметим, что при a равном единице функция h от x, определенная как a в степени x, становится константой, равной единице. Поэтому ее производная тождественно равна нулю. Отсюда абсолютная величина производной в точке c равна нулю и меньше единицы, тогда как в данном случае это значение должно быть больше единицы. Таким образом, a не равно единице. Запишем, что a равно c в степени единицы на c и возведем обе части уравнения в степень c. Получим a в степени c равно c или h от c равно c. Заметим, что производная функция h' от x, равная, как известно, a в степени x логарифм натуральный a, является непрерывной. На самом деле она даже дифференцируема, но в данном случае непрерывности достаточно. Для краткости обозначим абсолютную величину h' от c через d. При этом d больше единицы. И положим эпсилон равным d-1 деленному на 2. Так как эпсилон больше нуля, то ввиду непрерывности функции h' от x найдется положительная дельта, что для x, попадающих в дельта-окрестность точки c, абсолютная величина разности h' от x и h' от c меньше эпсилон. При этом разность абсолютных величин, не превосходящая абсолютной величины разности, также меньше эпсилон. Таким образом, абсолютная величина h' от x попадает в эпсилон-окрестность абсолютной величины h' от c, равной d. Отсюда значение абсолютной величины h' от x больше левого конца этой окрестности. То есть абсолютная величина h' от x больше d минус эпсилон. Подставляя значение эпсилон равное d минус 1 пополам и упрощая полученное выражение, получаем, что абсолютная величина h' от x больше d плюс 1 пополам, который обозначим через b. Так как d больше единицы, b также больше единицы. Запишем компактно полученный результат. Если расстояние между x и c меньше дельта, то абсолютная величина h' от x больше b, которая больше единицы. Отметим это утверждение звездочкой и удалим последующие строки. Пусть t с индексом n значение конечной итерации с основанием a и высотой n. Тогда tn плюс 1 это a в степени tn или h от tn. И предел от tn равен a бесконечному, которое равно c. Так как a отлично от единицы, согласно утверждению 7, последнему на предыдущей странице, значение бесконечной итерации c не совпадает ни с одним из элементов последовательности tn. Свойство 2 звездочки. Согласно определению предела, для всех номеров n малых, начиная с некоторого номера n большое, абсолютная величина разности между элементом последовательности с номером n малое и ее пределом c меньше того самого дельта,
которое упоминается в свойстве звездочка. Чаще всего пишут n больше n большого, но я использовал больше или равно, имея в виду взять следующий номер. И назовем это свойством 3 звездочки. Некоторым, возможно, захочется увидеть 5 звездочек, но, по-моему, 3 звездочек вполне достаточно для такого доказательства. Рассмотрим дробь tn большое плюс 1 минус c, деленное на tn большое минус c, знаменатель которой в силу свойства 2 звездочки заведомо отличен от нуля. Используя предыдущее равенство, t с индексом n большое плюс 1 может заменить на h от tn большого, а c на h от c. Вспомним одно свойство, доказательство которого можно найти в любом учебнике по матанализу. Называется оно теорема Лагранжа о конечных превращениях или формула конечных превращений. Англоязычные источники предпочитают название теорема о среднем значении. Суть теоремы состоит в следующем. Возьмем график некоторой функции f от x, дифференцируемой на отрезке AB и непрерывной на концах этого отрезка. Обозначим заглавными a и b точки графика с абсциссами a и b соответственно. И проведем прямую через эти точки. Теорема утверждает, что на интервале b найдется точка, которую обозначим буквой xi, что касательно графику в точке с абсциссой xi параллельно прямой a большое, b большое. Теорему можно записать в виде формулы, если вспомнить, что прямые параллельны тогда и только тогда, когда их угловые коэффициенты, называемые также градиентами, равны. Угловой коэффициент прямой АБ – это разность ординат точек А и Б, деленная на разность абсцисс. Угловой коэффициент касательный – это производная функции f в точке xi. Мы видим, что левая часть формулы конечных превращений очень напоминает то выражение, на котором мы остановились. Вместо функции f здесь функция h, а концами интервала являются числа t, n, t и c. Правда, непонятно, какой из них левый конец, какой правый, но это не имеет значения, так как значение дроби не изменится, если поменять a и b местами. Кроме того, нам на самом деле нужна абсолютная величина, так что вообще нет никаких проблем. Итак, пишем. Абсолютная величина дроби с числителем tn плюс 1 минус c и знаменателем tn минус c равна абсолютной величине h' от xi, где точка xi лежит между точками tn и c. Вспомним, что согласно свойству 3 звездочки, при n больше или равном n большому, точка t с номером n лежит в дельта окрестности точки c. В частности, tn большое лежит в дельта окрестности точки c, тогда как точка xi лежит между tn большое и c. Таким образом, точка xi также лежит в дельта окрестности точки c. Поэтому, ввиду свойства звездочка, абсолютная величина h' от xi больше b. Получается, что абсолютная величина дроби больше b. Перемножим обе части на абсолютную величину знаменателя, которая положительна. Получаем абсолютная величина t с индексом n большое плюс 1 минус c больше b умноженного на абсолютную величину t с индексом n большое минус c. Элементы с номерами большими n большое также принадлежат дельта окрестности точки c, поэтому для них можно написать аналогичные неравенства. Получаем абсолютная величина от t с индексом n плюс 2 минус c больше b умноженного на абсолютную величину t с индексом n плюс 1 минус c. А к абсолютной величине tn плюс 1 минус c можно применить предыдущее неравенство. И выходит, что абсолютная величина tn плюс 2 минус c больше b квадрат умноженному на абсолютную величину tn минус c. Далее пишем неравенство для абсолютной величины tn плюс 3 минус c и снова применяем предыдущее неравенство к абсолютной величине правой части. Находя таким образом, что абсолютная величина от tn плюс 3 минус c больше b в кубе умноженному на абсолютную величину от tn минус c. Повторяя этот процесс k раз, получаем
абсолютная величина от t с индексом n большое плюс k минус c больше b в степени k умноженном на абсолютную величину t с индексом n большое минус c. Заметим, что абсолютная величина от tn большое минус c является константой, не зависящей от k и отличной от нуля. Поскольку b больше единицы, другой сомножитель правой части b в степени k стремится к плюс бесконечности, когда k стремится к бесконечности. Значит, правая часть стремится к плюс бесконечности, а следовательно и левая часть стремится туда же. Выходит, что абсолютная величина разности tn минус c стремится к плюс бесконечности при n стремящемся к бесконечности, что уже никак не вяжется с тем, что предел последовательности tn равен c. Ведь в этом случае разность tn минус c должна быть бесконечно малой величиной, а у нас наоборот, бесконечно большая. Приходится согласиться с тем, что наше предположение было неверным, и уравнение x бесконечно равно c не обладает конечным решением. Лемма доказана. Идея доказательства заимствована из дискуссии на сайте MES Stack Exchange, ссылку на которую вы найдете также в описании под видео. Благодарю ее автора, скромно именующего себя Simply Beautiful Art. Должен признаться, что к его доказательству у меня возник ряд вопросов, на которые здесь я постарался ответить. Далее по списку утверждение 8. Для существования конечного значения бесконечной итерации а бесконечное необходимо, чтобы а было не меньше единицы, деленной на e в степени e, и не больше, чем e в степени единицы, деленная на e. Тем, кто предпочитает дробям отрицательной степени, возможно, понравится следующая запись. При этом значение бесконечной итерации не меньше единицы, деленной на e, и не больше e. Заметим, что верхние границы нам знакомы из предыдущих страниц, а нижние границы – это нечто новое. Итак, пусть а бесконечно существует и равно конечному числу c. В таком случае, согласно утверждению 1, а равно c в степени единицы на c. И возводя в степень c, получаем а в степени c равно c. Далее, применяя доказанную лемму, находим, что абсолютная величина h' от c не превосходит единицу, где h от x – показательная функция с основанием a. А производная h' от x равна a в степени x на логарифм натуральный a. Вычислим значение производной в точке c. Получаем h' от c равно a в степени c на логарифм натуральный a. Далее, заменяя a в степени c на c, получаем c на логарифм натуральный а. Далее заносим c под знак логарифма, в результате чего получаем логарифм от а в степени c. И снова заменяем а в степени c на c. Получаем, что h' от c это просто логарифм от c. Таким образом, неравенство абсолютная величина от h' от c меньше или равна единице превращается в неравенство абсолютная величина логарифма натурального c меньше или равна единице. Отсюда находим неравенство для логарифма и, используя монотонное возрастание показательной функции e в степени x, получаем неравенство для c. Вспомнив, что c есть а бесконечное, получаем неравенство для а бесконечного, точно совпадающее с неравенством из утверждения. Осталось оценить значение а. Мы знаем, что а равно c в степени единицы на c, что можно записать как а равно g от c, где g от x ранее изученная функция x в степени единицы на x. Было выяснено, что функция g от x монотонно возрастает при x меньше или равном e, а c действительно не превосходит e. Таким образом, а равное g от c больше или равно g от единицы на e, меньше или равно g от e. g от e это просто e в степени единицы на e. Здесь упростить не получается. Для g от единицы на e получаем выражение чуть посложнее, которое, однако, легко упростить, если заметить, что показатель степени это просто e. И поскольку единица в степени e это единица,
Получаем окончательную единицу, деленную на e в степени e. Таким образом, неравенство для А сводится к неравенству, совпадающему с неравенством утверждения 8. Утверждение 8 доказано, что позволяет отрезать точкой графика с абсциссой меньше единицы, деленной на e в степени e. Получаем такую линию, которая уже не приближается к началу координат, обрываясь на точке с координатами единица, деленная на e в степени e, единица, деленная на e. Продемонстрируем это с помощью GeoGebra. Берем А чуть меньше нижней границы сходимости. В качестве результатов берем последовательности из четных и нечетных элементов P и Q. Выбираем количество итераций, достаточно большим для стабилизации результатов, и даем небольшой интервал количества итераций, чтобы убедиться, что результаты действительно стабилизировались. Запускаем. И видим, что результаты действительно стабилизировались, причем они отличаются друг от друга. Повторим это, взяв А чуть больше нижней границы промежутка сходимости. Смотрим. Снова значения стабилизировались, и в этом случае они одинаковые. Итак, теперь мы знаем, что других точек у графика нет. Что все точки графика с x большим или равным единице действительно ему принадлежат. Однако по-прежнему не выяснено, нет ли у графика лишних точек, лежащих левее x равного единице. Что же, ответим и на этот последний вопрос. Итак, утверждение 9. Если А больше или равно единице, деленной на e в степени e и строго меньше единицы, значение А бесконечного существует и конечно. Слово «конечно» я взял в скобки, потому что ранее было показано, что если при А меньше единицы значение бесконечной итерации существует, оно обязательно больше нуля и меньше единицы, поэтому бесконечным быть никак не может. Таким образом, единственное, что остается доказать, это существование бесконечной итерации. Итак, возвращаемся к интервалу 0,1. Tn – тетрация с конечной высотой n, Pn – тетрация с четной высотой 2n, Qn – тетрация с нечетной высотой 2n плюс 1. Последовательности Pn и Qn можно определить рекурсивно, причем их рекурсивные формулы очень похожи. Было показано, что пределы последовательностей P малое равное пределу Pn и Q малое равное пределу Qn обязательно существуют и конечны. При этом мы доказали утверждение 6, согласно которому А бесконечно существует тогда и только тогда, когда пределы P и Q равны между собой. Запишем рекурсивную формулу для последовательности P и перейдем к пределу. При этом, поскольку функция А в степени x непрерывна как композиция двух непрерывных функций, знак предела можно переместить к самому верхнему показателю степени. Учитывая, что оба предела равны P малому и следовательно существуют, получаем P равно А в степени P. И совершенно аналогично получаем Q равно А в степени Q. Выходит, что P и Q являются решениями уравнения А в степени x равно x или А в степени x минус x равно нулю. И есть предложение по поводу дальнейшего развития событий. Покажем, что уравнение А в степени x равно x имеет единственное решение. Другими словами, функция А в степени x минус x, назовем ее s от x, имеет единственный нуль при значениях А не меньших единицы, деленной на e в степени e, и меньших единицы. Но как доказать это? Здесь возникает резонная мысль. А что если функция s от x является монотонной? Такая функция является инъективной, то есть каждому значению функции соответствует не более одного аргумента.
И в частности, нулевому значению функции может соответствовать только одно значение x. А поскольку у нас есть такое замечательное средство, как GeoGebra, давайте втихомолочку проверим, что это действительно так. Все свои секреты раскрываю. Прямо страшно становится. Итак, нижняя граница значения а, единица, деленная на e в степени e, это около 66 тысячных. Так что рассмотрим значение а в интервале от 0,03 до 0,09, чтобы наша красная черта оказалась где-то посередине. Задаем функцию s от x, равную а в степени x минус x. Мы видим, что при а равном 0,03 функция s от x имеет целых 3 нуля. Но будем оптимистами и нажмем «Пуск». Постепенно приближаемся к красной черте. Еще немного, еще чуть-чуть. Затаим дыхание. И функция действительно стала монотонной. И остается таковой. И поскольку наши усилия не оказались напрасными, сотрем все это, пока никто не заметил. И четко обозначим свою цель. Покажем, что функция s от x равная а в степени x минус x, определенная для вещественных x, является строго монотонной при а большем или равном единице, деленной на e в степени e, и меньшем единицы. Впрочем, вместо всего множества вещественных чисел достаточно было рассмотреть лишь x в интервале от 0 до единицы. Но не будем мелочными. Итак, находим производную s' от x. Функция а в степени x является сложной функцией. Дифференцируем ее как показательную функцию и умножаем на производную от показателя степени. А производную от x это просто единица. Перемножение логарифма дает логарифм в квадрате. Таким образом получаем а в степени x умноженное на а в степени x умноженное на квадрат натурального логарифма от а минус 1. Далее следует приравнять производную к нулю, что мы, конечно же, можем сделать. Только вот значение x при этом вряд ли окажется элементарным. Что будем делать? Впрочем, приравнять производную к нулю вовсе не обязательно. Достаточно показать, что значение производной всегда отлично от нуля. Для этого мы исследуем производную на максимум и минимум. Если окажется, что максимум производной отрицателен, это будет означать, что производная всюду отрицательна, и функция s от x всюду монотонно убывает. Или, если окажется, что минимум производной положителен, тогда производная всюду положительна, и функция s от x всюду возрастает. Для этого можно было бы найти вторую производную от s, но это будет слишком громоздко. Поэтому сделаем очень изящную постановку. Учитывая количество лайков моих видео, ничего не остается, как хвалить самого себя. А постановка такая. t равно а в степени x умноженное на логарифм натуральный а. Заметим, что а в степени x умноженное на один из логарифмов дает как раз t, другой логарифм при этом остается в гордом одиночестве. И надо применить подстановку также к первому сомножителю а в степени x. Для этого запишем, что а в степени x равно t, деленному на логарифм от а, откуда получаем значение а в степени x, которое выглядит не столь элегантно, как нам хотелось бы. Но давайте перейдем к основанию e. Выносим показатель степени за знак логарифма, и тут совершается чудо. Логарифмы сокращаются, и остается e в степени t. Теперь смысл постановки становится понятным. Громоздкое выражение относительно x превращается в довольно компактное выражение относительно t. И будем исследовать на максимум и минимум функцию u от t, равную t умноженному на e в степени t. Производная u' от t находится без проблем, e в степени t умноженное на t плюс 1. И так как e в степени t заведомо положительно, 0 производной означает 0t плюс 1, поэтому t равно минус единице.
И поскольку слева от t равного минус единице производная отрицательно, а справа положительно, минус 1 – это точка минимума. При этом ввиду непрерывности производной и отсутствия других экстремумов, минимум является глобальным. Другими словами, значение u от минус единицы, равное минус e в степени минус 1 или минус единицы на e, является наименьшим значением функции u на всей вещественной числовой оси. Так и запишем. U от t равное t умноженному на e в степени t больше или равно минус единицы, деленной на e. Причем равенство имеет место при t равном минус единице. Чтобы получить неравенство для h' от x, надо умножить полученное неравенство на логарифм натурального от a и вычесть единицу. Заметим, что поскольку a меньше единицы, логарифм от a меньше нуля, поэтому знак неравенства меняется на противоположный. Получаем h' от x меньше или равно минус логарифм от a, деленному на e, минус единицы, где, занося минус единицу по знак логарифма, получаем логарифм от a в минус первой степени или логарифм от единицы, деленной на a. Для порядка, хотя в данном случае это и не обязательно, следует вычислить значение x, при котором достигается максимум. Поскольку максимум h' от x соответствует минимуму функции u от t, следует найти значение x, соответствующее t равному минус единице. Таким образом, учитывая определение t, приходим к уравнению a в степени x на логарифм a равно минус единице, которое решаем относительно x. Делим обе части равенства на логарифм от a и заносим минус единицу по знак логарифма в знаменателе. Логарифмируем полученное равенство. Находим x и снова заносим минус единицу по знак логарифма в знаменателе. Получаем логарифм от единицы, деленное на a, деленное на логарифм от единицы на a. Таким образом, мы можем дополнить неравенство для h' от x, указав, когда достигается равенство. Переписываем неравенство для h' от x наверх и очищаем страницу. Теперь настало время применить неравенство для a. Пишем a больше или равно единице, деленной на e в степени e, откуда единица, деленная на a, это положительное число, не превосходящее e в степени e. Следовательно, h' от x не больше, чем логарифм от e в степени e, деленное на e, минус 1. Выносим показатель степени e за знак логарифма, где он сокращается со знаменателем. И так как логарифм натуральный от e равен единице, получаем просто 0. Таким образом, производная h' от x является не положительной величиной при значении a меньшем единицы, больше или равным единице, деленной на e в степени e. При этом, если a строго больше единицы, деленной на e в степени e, значение производной h' от x строго отрицательно для всех вещественных x. В этом случае функция s от x без сомнения является монотонно убывающей на всей вещественной числовой оси. И если a равно единице, деленной на e в степени e, производная h' от x достигает нулевого значения. Чтобы узнать, при каком значении x это происходит, следует в выражение для x подставить значение единицы на a равно e в степени e, где после упрощения получаем просто единицу на e. При этом, поскольку нулевое значение является максимумом производной, значение h' от x будет отрицательным как для x меньших единицы на e, так и для x больших единицы на e. Таким образом, и в этом случае функция s от x является монотонно убывающей. И наличие нулевой производной в точке x равной единице на e, которая не является ни максимумом, ни минимумом функции, не оказывает никакого влияния на монотонность функции s от x. Итак, приходим к выводу, что при всех значениях a меньших единицы, больших или равных единице, деленной на e в степени e, функция s от x равная a в степени x минус x является монотонно убывающей на всей числовой оси, а следовательно не может иметь более одного нуля. Цель выполнена и утверждение доказано. И в заключение этого длиннющего видео выводы. Вывод первый.
Значение бесконечной тетрации с основанием А существует и конечно тогда и только тогда, когда А больше или равно единице, деленной на e в степени e, меньше или равно e в степени единицы, деленной на e. В других обозначениях А больше или равно e в степени минус e, меньше или равно e в степени минус единицы. При этом значения бесконечных тетраций лежат в замкнутой промежутке от единицы, деленной на e, до e. Функция y равно x бесконечная, определенная в соответствующем промежутке, является монотонно возрастающей. Обратно к ней является функция y равно x степень единицы на x, определенная в замкнутом промежутке от единицы, деленной на e, до e. Вывод второй. При а большем, чем e в степени единицы, деленной на e, значение бесконечной тетрации с основанием а равно плюс бесконечности. Вывод третий. При а большем нуля и меньшем единицы, деленной на e в степени e, значение бесконечной тетрации с основанием а не определено, так как последовательность конечных тетраций с основанием а расходится к двум различным числам. Такое расхождение называется раздвоением или бифуркацией. Последнее слово в переводе с латыни означает «раздвоенная вилка». Этот результат был впервые получен очень хитроумным ученым, гениальностью которого я не перестаю восхищаться. Статья была опубликована в 1778 году, подумай только, в трудах Петербургской академии наук. А ее автор, как вы, наверное, догадались, Леонард Эйлер. Справедливости ради, должен сказать, что, как отмечает Кнёбель, Эйлер опирался скорее на числовые примеры, чем математические формулы. Так что по современным меркам его доказательство не является вполне строгим. Строгое доказательство, по информации того же Кнёбеля, дал немецкий математик Людвиг Зайдель в 1873 году. И теперь впору вернуться к нашему графику, который же без всякого сомнения можно обозначить как график бесконечной тетрации, поскольку мы уверены, что он содержит все нужные точки и ни одной лишней. Здесь уж действительно следовало закончить, но я как-то слишком привязался к этой теме и не хочу с ней расставаться, поэтому напоследок замечу еще кое-что. На самом деле функция x бесконечная не просто непрерывна, она многократно дифференцируема. Ее производную можно найти как производную обратной функции. Пишем y равно f от x равно x бесконечное, x равно g от y равно y в степени единицы на y, f' от x равно единице, деленной на g' от y, а поскольку производную от g мы находили, выражение для этой производной следует просто подставить. Далее замечаем, что y в степени единицы на y это просто x. В остальных местах подставляем f от x вместо y. Таким образом, получаем выражение для производной бесконечной тетрации. В частности, производная в начале области определения, то есть при x равно единице, деленной на e в степени e, равна e в степени e минус 2 пополам, f' от единицы равно единице, при x равно квадратному корню из 2, производная равна 2 корням из 2, деленным на единицу минус логарифм натурального 2, производная в правом конце области определения x равным e в степени единицы на e равна плюс бесконечности. Для всех других значений x из области определения знаменатель производной положителен, и следовательно производная является конечным положительным числом. Зная выражение для первой производной, можно найти выражение для производных более высоких порядков, однако мы займемся более интересными вещами. Упомянем функцию Ламберта w нулевой от x. Она является обратной к знакомой нам функции u от x, равной x умноженному на e в степени x. Было показано, что функция u от x имеет минимум при x равно минус единице, при этом функция w с нулевым индексом является обратной к функции u от x, определенной для x больших или равных минус единице, где функция u от x является монотонно возрастающей. Отсюда следует, что функция w нулевой от x также монотонно возрастает. Функция Ламберта бесспорно заслужит отдельного видео, и если мне удастся его сделать, в нем обязательно будет страница, посвященная бесконечным тетрациям. А здесь я просто приведу готовую формулу.
f от x равно e в степени минус w нулевое от логарифма единицы на x. Чтобы не получить лишние точки, следует сузить область определения до x больших или равных единице, деленной на e в степени e. Отметим, что функция Ламберта дает бесконечные итерации окно в мир, поскольку изучена гораздо лучше. Она реализована различными математическими пакетами, среди которых и GeoGebra, и есть библиотечные функции, позволяющие вычислять функцию Ламберта в своих программах, не изобретая велосипед. Запишем и обратную формулу, выражающую функцию Ламберта через бесконечную итерацию, которая подтверждает нашу догадку о том, что бесконечная итерация является неэлементарной функцией. В самом деле, если бы бесконечную итерацию можно было выразить через элементарные функции, то, используя полученную формулу, можно было бы выразить w нулевое через элементарные функции. Однако доказано, что функция Ламберта является неэлементарной. Наконец, замечу, что по x отличным от единицы формулу для бесконечной итерации можно упростить. Именно такая формула приводится в Википедии и Wolfram MathWorld, однако, строго говоря, ее следовало бы доопределить, положив равно единице при x равном единице. Вот и настало время сказать все.